Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 2 июля. В этом видео поговорим о том, какой сегодня церковный праздник, народный праздник, а также что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, давайте далее все более подробно в этом видео. 2 июля православная церковь почитает память 15 святых, среди которых выделяется великомученик Зосима Аполлиниадский. Этот святой, который жил в конце первого, начале второго тысячелетия, оставил глубокий след в истории христианства благодаря своей вере и своему мужеству. Зосима родился в городе Аполлония, расположенном во Фракии. С ранних лет он проявлял глубокую религиозность и стремление к духовному совершенству. Послужив воином, он рано принял крещение и стал ревностным проповедником христианства. В те времена количество последователей этой новой религии было невелико, но Зосима не боялся противостояния и открыто выступал за веру в Иисуса Христа. Свою короткую, но насыщенную жизнь Зосима посвятил молитвам и помощи нуждающимся. Его слова и дела вдохновляли многих, а его верность христианским идеалам была примером для подражания. Однако его деятельность не осталась незамеченной властями. Когда правитель Антиохии Домициан узнал о проповедях своего воина, он приказал схватить Зосиму и предать суду. На суде Зосима не отрекся от своей веры, его подвергли жестоким пыткам, но ничто не могло заставить его отказаться от Иисуса Христа. Одной из самых страшных пыток стала раскаленная медная ложа. Перекрестившись, Зосима лег на него и оставался там до тех пор, пока изумленные язычники не приказали ему встать. К их удивлению, на его теле не было ни единого следа ожогов. Не остановившись на этом, Домициан приказал обуть Зосиму в железные сандалии с острыми гвоздями в подошвах и заставил следовать за ним. И на этот раз Зосима проявил необычайное мужество, не издав ни одного стона от боли. Понимая, что пытками не удастся сломить упрямого христианина, язычники заточили его в темницу и начали морить голодом. Зосима оставался без еды и воды, но продолжал стойко придерживаться своих убеждений. В очередной раз, отказавшись принести жертву языческим богам, он был обезглавлен. История великомученика Зосимы Аполлиниадского является ярким примером верности и преданности вере. Его жизнь и мученическая смерть вдохновляют христиан на протяжении веков. Зосима показал, что истинная вера и духовная сила способны преодолеть любые испытания и страдания. Какие же уроки от Зосимы Аполлиниадского мы с вами должны вынести? Во-первых, это веру и мужество. Зосима показывает, что даже перед лицом самых жестоких испытаний можно сохранять верность своим убеждениям и идеалам. Его жизнь, посвященная помощи нуждающимся, напоминает нам о важности сострадания и поддержки ближних. Ну и, конечно же, молитва и духовная сила помогли Зосиме выстоять перед пытками и страданиями, что подчеркивает важность духовной практики в жизни каждого христианина. 2 июля вспоминает великомученика Зосиму Аполлиниадского, молится о его заступничестве и просит укрепить веру. Его подвиг остается важным напоминанием о силе духа и значении веры в жизни каждого человека. А в народном календаре этот день назвали Зосима Пчельник. Почему именно так? Дело в том, что в это время пчелы находятся в трудах и заботах, заливая в соты мед. Главные обычаи и приметы праздника были связаны сегодня, 2 июля, с трудолюбивыми насекомыми и их деятельностью. Этот день имел глубокие корни и особое значение в народных традициях и верованиях. В народном календаре есть несколько праздников, посвященных Зосиме, и все они так или иначе связаны с Зосимой Аполлиниадским и пчелами. Зосима Аполлиниадский, помимо своей святой жизни и мученичества, в народных преданиях также ассоциируется с покровительством пчелам и пасечникам. Поэтому день Зосимы Пчельника, отмечаемый 2 июля, особенно важен для пчеловодов и всех, кто связан с пчеловодством.
Июль – это время, когда пчелы особенно активно трудятся, заполняя соты медом, который они приносят в свои ульи. Этот трудолюбивый период для пчел совпадает с праздником Зосимы Пчельника, что делает его особенным для тех, кто наблюдает за жизнью и деятельностью этих удивительных насекомых. Наши предки знали, что на Зосиму Пчельника пчел нельзя было беспокоить. В этот день к ульям даже не стоит приближаться, чтобы не нарушить их важную работу. Если все-таки приходится пройти рядом, нужно обязательно сказать: «Рой, гуди, в поля лети, с поля домой возвращайся, медок неси». Это защитное заклинание должно было успокоить пчел и позволить им продолжать свою работу без каких-либо помех. Пасечники в этот день могли использовать специальные обереги и молитвы, чтобы защитить свои улья и пчел от злых сил и болезней. Эти обереги изготавливались из трав и других природных материалов и размещались около ульев или носились на теле. На Зосиму Пчельника существовало множество народных примет, связанных с пчелами и их деятельностью. Например, если в этот день пчелы активно летают и работают, значит год будет урожайным на мед. А вот если же пчелы ведут себя беспокойно или неактивны, это могло указывать на плохие погодные условия или болезни. В этот день, 2 июля, было принято угощать друг друга медом и блюдами, приготовленными с его использованием. Считаю, что мед, собранный в период Зосимы Пчельника, обладает особыми целебными свойствами и приносит удачу и здоровье. Праздник Зосимы Пчельника также символизировал важность трудолюбия и упорства. Пчелы служили примером для людей, показывая, как важна работа и как она приносит плоды. В этот день люди старались работать усердно, чтобы привлечь удачу и благополучие в свою жизнь. Этот день был насыщен приметами и традициями, связанными с наблюдениями за пчелами и природой. Наши предки внимательно следили за поведением пчел и цветами, чтобы предсказать погоду и понять, а что же ожидать в ближайшие дни. Пчелы всегда были важными подсказчиками погоды для наших предков. Их поведение могло предсказать изменения в погодных условиях. Если пчелы активно летят к ульям, это знак того, что скоро начнется дождь. Насекомые, спешащие домой, предупреждали пасечников и земледельцев о необходимости укрыться от непогоды. А вот если пчелы прибились к стенкам своих ульев, это предвестие сильной жары. Пчелы, которые остались на поверхности ульев, указывали на то, что температура поднимется до высоких значений. Не только пчелы, но и цветы служили нашим предкам предсказателями погоды. Если цветы закрывают лепестки в полдень, это означает приближение дождя. Такой сигнал помогал готовиться к непогоде. Если на Зосиму видна радуга, это знак, что в ближайшие дни будет хорошая погода без ненастья и гроз. Радуга служила символом благоприятных условий. 2 июля именины отмечают Иваны и Фадеи. Люди, рожденные в этот день, обладают особенными качествами. Иваны и Фадеи известны своей стойкостью и умением преодолевать любые трудности. Их уверенность и упорство вызывают уважение окружающих. Также эти люди хранят верность своим половинкам и становятся опорой для своих семей. Их обожают жены и дети, а родственники не чают в них души. Считается, что люди, рожденные на Зосиму Пчельника, имеют склонность к медицине и являются прирожденными травниками. Они обладают знаниями о лечебных свойствах растений и умеют использовать их для лечения болезней. Это делает их ценными членами общества, способными помогать и исцелять. На Зосиму Пчельника наши предки особенно уважали трудолюбие пчел. Они знали, что в это время пчелы трудятся особенно активно, заполняя соты медом. Поэтому в этот день пчел не стоило беспокоить, чтобы не мешать их важной работе. Также наши предки соблюдали множество традиций и обычаев, связанных с этим днем. Поэтому сегодняшний день, 2 июля, как правило, начинался с посещения церкви. Люди молились великомученику Зосиме, прося его в содействии в упрочении семейных связей. Святой Зосима покровительствовал не только пчелам и пчеловодам, но и детям. Молитвы, обращенные к нему, должны были укрепить семью, защитить детей и принести мир и согласие в дом.
В этот день также принято было молиться святому Иову. Считалось, что он может снять вину с невиновных и неправедно обиженных людей. Молитвы Иову помогали восстановить справедливость и защитить от несправедливых обвинений. Одной из традиций Зосимы Пчельника было умывание водой, набранной в водоемах на рассвете. Считалось, что в этот день вода обладает удивительной силой и может долго храниться, не портясь. Умывание такой водой приносило здоровье и очищение, а также защищало от болезней и недугов. Хорошей народной приметой на Зосиму Пчельника 2 июля считалось отдавать долги. Наши предки верили, что после этого деньги потекут в дом рекой. Как говорили в старину, начнут прилипать к рукам. Возвращение долгов в этот день символизировало освобождение от финансовых обязательств и привлечение нового благополучия. На Зосиму Пчельника пчеловоды особо заботились о своих пчелках. В этот день пчел не беспокоили, позволяли им спокойно трудиться. Пчеловоды верили, что пчелы в этот день работают особенно усердно, заполняя соты медом. Ульи и пасеки тщательно проверялись и охранялись от возможных угроз. Также наши предки использовали специальные обереги, магические слова, чтобы защитить своих пчел и ульи от злых сил и болезней. Эти слова читали при уходе за пчелами и ульями, а обереги размещали около пасек для дополнительной защиты. Как мы уже сказали ранее, на Зосиму Пчельника было принято угощать друг друга медом и блюдами, приготовленными с его использованием. Мед символизировал сладость жизни и благополучие, поэтому он занимал особое место на праздничном столе. Люди делились медом с соседями и близкими, веря в то, что это принесет удачу и достаток. В этот день знахари и травники отправлялись на сбор лекарственных трав. Считалось, что травы, собранные на Зосиму Пчельника, обладают особенной силой и могут исцелять множество болезней. Эти травы хранили и использовали в течение года для лечения и профилактики различных болезней. И Зосима Пчельник был насыщен различными приметами и поверьями, связанными с пчелами. Поэтому, если пчелы активно летают и работают, значит год будет урожайным на мед. Если же пчелы ведут себя беспокойно или неактивно, это могло указывать на плохие погодные условия или болезни. Кроме того, радуга на Зосиму обещала хорошую погоду в ближайшие дни. Также этот день был полон народных примет и запретов, связанных с пчелами и пчеловодством. И чтобы привлечь удачу и избежать всевозможных неприятностей, наши предки строго соблюдали сегодня определенные правила и обычаи. Главное, что нельзя было делать 2 июля, это вредить пчелам. Согласно народным приметам, если сегодня убить, пусть и случайно, пчелку, то можно накликать на себе сладкую болезнь, то есть сахарный диабет. Пчелы считались священными насекомыми, поэтому в этот день к ним нужно было относиться с особым уважением. Если пчела залетела в дом или оказалась рядом, ее можно было лишь отогнать, но ни в коем случае не убивать. Не стоило и беспричинно беспокоить пчел. Кто ослушается этого запрета, тот будет строго наказан Зосимой Пчельником. На человека напустят ос и шмелей. Пчеловоды в этот день не трогали ульи и не проводили никаких работ, чтобы не мешать пчелам выполнять свою важную работу. Пасечникам нельзя было рассказывать о количестве имеющихся у них пчел, иначе они переведутся. Опытные пчеловоды с этой целью на пчельники ставят не только ульи, в которых есть пчелы, но и ставили пустые. Это помогало скрыть истинное количество ульев и сохранить пчел. В этот день нельзя кому-либо было давать или продавать мед, иначе затем самому придется просить в долг или же покупать мед по цене больше, чем был продан собственный. Мед считался символом благополучия и достатка, его продажа или отдача в долг 2 июля могла привлечь финансовые трудности. Нельзя 2 июля оставлять духов, покровительствующих пчеловодству, без внимания. Если не почтить духов, они могут обидеться и выманить всех пчел из ульев, оставив пасечника без меда. В этот день принято было делать подарки духам. Как это делали? Брали кувшин с медовухой или соты, чтобы задобрить их и обеспечить благополучие пчелиной семьи.
Не стоит никому давать в долг и хвастаться сегодня своим финансовым положением, иначе оно вскоре пошатнется. Деньги в этот день должны были оставаться при себе, чтобы не привлечь финансовые потери и проблемы. В день Зосимы Пчельника не стоит опасаться браться за новые дела. Они сегодня будут успешными. Тот же, кто побоится и не начнет новое дело, может сильно пострадать не только финансово, но и потерять свою репутацию в обществе. Этот день был благоприятен для начинаний и мог принести удачу и процветание. Вот такой, друзья, у нас с вами день 2 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, вы его приведете прекрасно и чудесно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.